Итак, сегодня мы узнаем, как укоренить жимолость. Мы нарезали вот такие вот черенки жимолости. Сейчас июнь месяц, начало июня. И вот это сорт сердце гиганта. И что мы делаем? Значит, сначала мы обрываем листики на нижнем ярусе. Вот так вот. Но оставляем почечки. А верхний ярус мы вот здесь вот обрезаем выше почек. И вот этот череночек, вот у нас такой черенок получился, мы здесь обрезаем листики на половинку. Вот так вот. И вот у нас получился вот такой вот черенок. Кончик, который мы только что срезали, мы обмакиваем в садовый вар, чтобы не было испарения. Ну, либо другое что-то, что препятствует испарению. Вот у нас получился вот такой вот череночек. Дальше мы берем корневин и макаем щедро, измазываем наш черенок в корневине. Вот у нас получилось примерно вот так. Внизу корневин и наверху вот такой вот с садовым варом. И теперь под углом мы помещаем череночек в вермикулит, либо в любой вот для проращивания раствор. И слегка присыпаем. Вот таким образом. И так делаем с остальными черенками. И вот в результате получаются вот такие черенки. Вот в самом верху они закрыты садовым варом. Дальше два листочка обрезанные напополам. И там уходит одно вот такое вот междуузлие, а лучше два, если есть возможность такая по длине. И там корневином намазано. И сами черенки, они практически в лежачем положении сейчас находятся. И дальше я убираю черенки вот в такую самодельную тепличку с автополивом. Вот здесь вот две форсуночки стоят. И там потихонечку капает водичка. Вот здесь вот видно хорошо. Увлажняю, а внизу есть отверстие для слива воды. Итак, все вместе, что у нас получилось? Вот здесь вот у нас сердце гиганта в большой упаковочке. Вот здесь вот Blue Treasure справа. Как у меня кусты сидят, так же и я поставил черенки. И вот здесь вот у нас Boreal Beast. Прошло примерно 2 месяца с того момента, как черенки были посажены. С ними вообще ничего никто не делал, не открывал крышки, ничего не прикасался. И сейчас посмотрим, есть ли результат. Вот так вот черенки выглядят после 2 месяцев. Они зелененькие, но никаких там новых росточков нету, но выглядят они очень перспективно. Давайте посмотрим, вытащим, предположим, вот этот. Так, не очень просто вытаскивается. И вот, посмотрите. У нас здесь хорошо образовавшиеся корешки. Так, давайте этот прикопаем. То есть, иными словами, укоренение прошло хорошо. Ну, давайте вот этот вытащим. Вот здесь тоже, но поменьше. Такая палочка. Давайте, ну, в принципе, не важно. Вот этот. Тут тоже очень хорошие корешки. Такой малюсенький совершенно кусочек, да? И отлично укоренился. 8 октября я пересаживаю укорененную жимолость в более большие контейнеры. И сейчас посмотрим корневую систему. Аккуратненько вытряхнем череночки. Давайте посмотрим. Вот какие корни на всех саженцах. Вот какой ни возьми, везде корни хорошие. Вот. И давайте посмотрим еще Boreal Beast. Вот у нас черенки. Выглядят они вот так. Высыпаем их из горшочка.
Тут даже интересно, оно держится. И вот давайте посмотрим. Вот они, корешки. Даже не расплести местами. Они довольно такие крепенькие. Ну вот, если вкратце, то вот такие корни выросли у черенка, размером еще с черенок такие. Вот, корневая система отличная. А это у нас Blue Treasure. Жимолость. Вот тоже выглядит неплохо. Давайте вот так откроем. Смотрим на черенки. Все череночки с очень хорошими корешками. Вот. Такие вот красавчики Blue Treasure. Процент укоренения достиг 100%. Это, наверное, лучший способ укоренения, который, в принципе, есть в интернете. Так что пользуйтесь. Из ненужных черенков, которые вы все равно будете обрезать при обрезке куста, вы можете получить десятки или даже сотни растений сортовых. Вот посмотрите, уже побеги новые пошли у растения. Сохранность сорта гарантируется при черенковании. И вот это вот сорт сердце гиганта. Будут красивые большие ягоды в форме сердечек. Вот такая корневая система. Так что пробуйте. Желаю вам удачи. Способ очень хороший.